Привет! А сейчас я буду строить модель автомобиля, которого никогда не было. АВД нас обманули с бокс-артом. И в этом видео я расскажу, почему так вышло. Меня зовут Даша, и вы на канале Dasha Models. И сейчас мы построим вымышленный грузовичок ZIS-10. Работу над несуществующим грузовиком я начала с грунтовки и грунтую модель грунтом от фирмы Gemscale. Для рамы тягача и прицепа я применяю черную грунтовку, а верх кабины и бортовую платформу полуприцепа я загрунтую светло-серым цветом. Таким образом я убью сразу двух зайцев, соответственно загрунтую модель и подготовлю ее для нанесения основной краски. То есть базовый слой, который будет попадать на светлый грунт, будет чуточку светлее, чем на темной поверхности. И таким образом модель будет смотреться более выпуклой и более реалистичной. Ну а купить модель от АВД или других производителей можно в магазине «Модельная лавка». И обратите внимание на большое количество акций, благодаря которым можно отлично сэкономить на своем хобби. А применяя этот промокод, у вас будет скидка в 500 рублей на свой первый заказ. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео, а также в закрепленном комментарии. А теперь, почему же я назвала это видео про грузовик, который никогда не существовал? Мне очень приглянулся этот прототип, особенно мне понравился антураж бокс-арта. Синий грузовичок на фоне солнечного дня отдавал таким приятным оптимизмом и надеждой на будущее. Это такой стиль Atomic Heart. Я загорелась идеей сделать именно такой веселый грузовичок, который всеми своими небольшими лошадиными силами трудится на строительство социализма. Но реальность оказалась несколько другой. Об этом я расскажу чуточку попозже. И очень рекомендую подписаться на мои другие ресурсы. Например, в группе ВК можно выставлять на всеобщее обсуждение свою модель или поучаствовать в острых обсуждениях новинок модельного мира. А в Дзен выходят материалы моих видео в текстовом формате, а благодаря телеграм-каналу вы не пропустите новинки. Все ссылочки на ресурсы есть в описании к видео. Настал черед окрасить грузовик и прицеп в основной цвет, и это будет светло-синий. И мне в последнее время очень нравится работать именно с ним. Его легко высветлять и затенять. А синий пигмент самый простой по своей химии, на мой взгляд, и поэтому почти у всех производителей он получается на приличном качестве. И не стал в этом плане исключением и Gemscale. А после того, как основа нанесена, я добавлю базовый цвет белый, и таким светло-голубым оттенком я пройдусь по плоскостям и верхним поверхностям грузовика и прицепа. Главной заслугой Московского автозавода в 1930-е годы стала организация серийного производства простых и неприхотливых грузовиков ЗИС-5 и ЗИС-6, на долгое время ставших главными транспортными средствами Красной Армии повышенной проходимости. А инициатором организации их серийного производства являлся новый директор завода Иван Алексеевич Лихачев. Не увлекающийся техническими новшествами, он мыслил более реалистично и стремился наладить выпуск хоть и не самых современных, но более соответствующих стране советов автомобилей. И время ручных работ мне предстоит окрасить сиденья, руль, рычаги управления в соответствующие цвета. И также окрашиванию подвергнется глушитель и двигатель тягача. Тут последний дан довольно условно, но тем не менее поработать над ним стоит. И спасибо большое всем моим спонсорам, которые поддерживают мое творчество через функцию спонсорства в YouTube и также на сервисе Boosty. А кстати, на Boosty есть разные уровни спонсорства. А самый интересный вариант называется «Крутой коллекционер». Подписчики этого уровня получают каждый месяц случайную модель в моем исполнении. А ссылочки на Boosty есть в описании к видео. А для всех уровней спонсоров выходят эксклюзивные материалы на Boosty и в ВК. Первые 10 прототипов машин ЗИС-5 и трехосной модификации ЗИС-6 были собраны в конце июня 1933 года, и вскоре началось их серийное изготовление на конвейере. Но по сравнению с массовыми полуторками ГАЗ-АА и трехосными грузовичками ГАЗ-3А, они имели почти вдвое более высокую полезную нагрузку, увеличенную мощность и обладали повышенной надежностью и работоспособностью. Их шасси послужили основой многочисленных вариантов с газогенераторными установками, пассажирскими кузовами, полугусеничными двигателями и со всеми ведущими колесами. А сейчас я методом сухая кисть поработаю над черными рамами тягача и прицепа, чтобы они хоть немного смотрелись интереснее, а не просто черными. На шасси ЗИС-5 и ЗИС-6 было создано рекордное количество более тяжелых военных кузовов и надстроек, и специального армейского оборудования, а также различных систем вооружения от пулеметов до мощных установок залпового огня. ЗИС-5, изготавливавшийся с 1933 года по 1941, простой по конструкции и достаточно совершенный для своего времени, надежный, выносливый и удобный в эксплуатации трехтонный бортовой грузовой автомобиль, а его варианты с первых же лет производства состояли на вооружении РКК и во всех других воинских формированиях СССР, а также в небольших количествах поставлялись в армии дружественных стран.
И настал черед смывки, а поскольку прицеп состоит из досок с соответствующей фактурой, я сделаю борта более выразительными, заливаю эту фактуру черной жидкой масляной краской. И вместо нанесения глянцевого лака для облегчения нанесения смывки я намажу поверхность white спиритом. Это поможет смывке глубже проникнуть в рельеф модели. И таким же методом я поработаю и над кабиной грузовика. Формально ЗИС-5 представлял собой весьма высокое и важное достижение советской автомобильной промышленности, а по сути являлся очередной модификацией грузовичков АМО-2 и АМО-3, в основе которых лежал американский автомобиль Атакар. Но после очередных модернизаций и испытаний последний вариант АМО-3 был модернизирован и подготовлен к производству под маркой АМО-5. С переименованием завода он получил обозначение ЗИС. От своего дальнего прототипа ЗИС-5 получил типичную американскую внешность, характерную для Америки конца 1920-х годов. Но со временем заокеанское происхождение ЗИС-5 забылось, а точнее в советское время об этом вообще не сообщалось, и он был признан типично русским автомобилем. ЗИС-10, производимый с 1937 года по 1939. Это опытный тягач на стандартном шасси ЗИС-5 с сидельным сцепным устройством над задним мостом. И он был разработан в НАТИ и построен на московском автозаводе в 4 экземплярах. И от грузовика ЗИС-5 тягач отличался укороченным задним свесом рамы и измененным передаточным отношением главной передачи. Специально для него в НАТИ был разработан одноосный 6-тонный бортовой полуприцеп с механическим тормозным приводом от тягача и вакуумным усилителем, колесами от ЗИС-5. В 1937 году для агрегатирования с тягачом на опытном производстве НАТИ собрали небольшую партию полуприцепов с различными кузовами. До середины 1939 года проводились испытания автопоездов с различными вариантами передаточных отношений главных передач тягачей и различными типами полуприцепов. А автопоезд полной массой до 15 тонн развивал скорость до 48 км в час и имел запас хода в 170 км. А об использовании их в РКК достоверно неизвестно, хотя подобные сидельные тягачи с середины 30-х годов уже применялись в инженерных войсках для перевозки крупногабаритных мостовых конструкций и представляли собой переделанные в военных мастерских грузовики ЗИС-5 со сцепным приспособлением. И, судя по историческим документам, тягачи ЗИС-10 в опытном порядке могли использоваться для буксировки элементов подтонного парка. А пигментами я припылю покрышки. Я пигменты никак не буду закреплять, так как я хочу, чтобы пыль была именно только в углублении протектора. То есть то, что нужно, останется там, где надо, а лишнее осыпется само. А теперь я покрашу остекление тягача. Этот грузовик родом из 30-х годов прошлого века. И тогда не было принято использовать резиновые уплотнители. Рамы там были деревянными, поэтому я окрашу их в основной цвет. Ношу декали организации, где такой грузовик не мог работать по определению, но надеюсь, что тут никто не заметит пропаганду ЛГБТ+.
теперь методом сухая кисть я немножко состарю модель. Тут я хочу использовать преимущественно яркие цвета масляных красок, синие оттенки и несколько вариантов серого. И растушевываю масляные точки кисточкой, чуть смоченной в White Spirit. Ну и напоследок я припылю грузовичок сухими пигментами. И меня часто спрашивают, от какой фирмы я использую пигменты, и мой ответ от разных. Пигменты расходуются не так быстро, и поэтому у меня очень много открытых баночек, которые идут в ход. А на рынке есть неплохие пигменты от отечественных фирм, такие как Zip или Pacific, или даже модуль Химпродукт. И вот такая модель у меня получилась. И согласитесь, что от нее отдает флером и романтикой 30-х годов прошлого века. И я очень довольна результатом своей работы и надеюсь, вам тоже понравилась эта модель и это видео. Увидимся в новой стройке. До новых встреч. Пока-пока. А ссылочка на магазин, где можно купить такие модели и промокод на скидку, есть в закрепленном комментарии, так же как и ссылочка на полное видео.